Когда в августе 1923 года спасательный корабль «Дональдсон» приблизился к берегам затерянного в Арктике острова Врангеля, капитан Гарольд Нойс ожидал найти там лишь останки и следы страшной трагедии. 2 года раньше на остров высадили 5 человек, 4 мужчин и 1 женщину-инупиатку, не умеющую охотиться. Климат был чрезвычайно суров. Голод, морозы и белые медведи — хозяева этих мест. Никто не верил, что кто-то мог выжить здесь так долго. Подойдя к первому шалашу, члены экспедиции обнаружили разложившееся тело одного из мужчин. Затем они направились ко второму укрытию. И то, что увидели там, поразило всех до глубины души. Навстречу им вышла худенькая женщина с тощей кошкой на руках. Это была Ада Блэкджек, единственная выжившая участница экспедиции. История началась гораздо раньше, в нищете и материнской любви. Ада де Лутук родилась в 1898 году в небольшом поселении на Аляске. В 8 лет она потеряла отца. В 16 вышла замуж за жестокого мужчину по имени Джек Блэкджек. В этом браке у нее родилось 3 детей, 2 из которых умерли в младенчестве. Выжил только сын Беннет. В 1921 году муж бросил Аду с 5-летним сыном, больным туберкулезом. Проявив невероятную твердость, она пешком прошла около 64 километров до Нома, неся ребенка на руках, когда тот уставал. В Номе Ада бралась за любую работу. Мыла полы, убирала дома, шила одежду шахтерам. Денег катастрофически не хватало, особенно на лечение сына, и в отчаянии ей пришлось временно отдать Беннета в приют, где могли обеспечить уход. Это решение разбило ей сердце, и она пообещала заработать достаточно, чтобы вернуть сына. Тогда ей предложили шанс. Начальник полиции Нома сообщил, что известный канадский полярный исследователь Вильялмур Стефансон набирает людей для экспедиции на остров Врангеля. Для 2-летней экспедиции требовалась швея и кухарка, знающая английский. Аде предложили $50 в месяц, значительная сумма по тем временам. Она согласилась, полагая, что в экспедиции будут и другие жители Аляски, как ей говорили. На деле же экспедиция преследовала иные цели. Стефансон собирался провозгласить Врангеля владением Канады или Британской империи. Сам он в поход не пошел и отправил на остров 4 молодых мужчин и Аду в качестве прислуги. 9 сентября 1921 года Ада вместе с канадцем Аланом Кроуфордом, 20 лет, и американцами Лорном Найтом, 28, Милтоном Галле, 19, и Фредом Маурером, 28, отплыла из Нома. Ада была единственной женщиной и единственным представителем коренного населения в группе 15 сентября 1921 года. Отряд высадился на острове и разбил лагерь, водрузив британский флаг. Поначалу условия казались сносными. Укрытие обустроили, охота давала немного провизии, Ада готовила пищу и шила теплую одежду из шкур. Стефансон уверял, что вскоре придет корабль с припасами, и их хватит более чем на 6 месяцев. Но летом 1922 года обещанная помощь не пришла. Снабженческий корабль не смог пробиться через льды, запасы быстро истощались. Охота давала мало. Дичи оказалось куда меньше, чем обещали. К началу 1923 года экспедиция фактически голодала. Люди исхудали. У многих развился авитаминоз. У Лорна Найта проявилась цинга, он сильно ослабел. Напряжение в лагере росло. Обстановка становилась отчаянной. 28 января 1923 года 3 здоровых членов команды — Кроуфорд,
Маурер и Галли приняли отчаянное решение. Они оставили Аду присматривать за больным Найтом и отправились пешком через 140 километров льда Чукотского моря к материку в поисках помощи. Перед уходом Фред Маурер написал жене про возможную судьбу, но эти трое так и не вернулись. Исчезли без следа в бескрайних льдах. Ада осталась одна с инвалидом Найтом на ледяном острове, где постоянно бродили белые медведи. На хрупкие плечи 25-летней женщины лег уход сразу за 2 жизнями. В своем дневнике она жаловалась, что заменять 4 мужчин одному ей очень трудно. Рубить дрова, охотиться, ухаживать за больным. Тем не менее, она самоотверженно заботилась о Найте как медсестра и единственный добытчик пищи. Больной впадал в уныние и раздражительность. Ада стойко переносила его срывы и продолжала бороться за их выживание. Но болезнь оказалась сильнее. 23 июня 1923 года Лорн Найт скончался на ее руках. Теперь Ада осталась совершенно одна. Никто не знал, жива ли она, и никто не собирался возвращаться за ней до лета следующего года, если вообще собирался. Вокруг были белые медведи, морозы и бескрайняя ледяная пустыня. У Ады не было сил похоронить Найта в промерзшей земле. Она уложила покойного в спальник и соорудила баррикаду из ящиков, чтобы хищники не растерзали тело, а сама переехала в другую палатку с припасами, укрепив ее каркасом из выброшенной морем древесины. Каждый день она печатала короткие послания на оставленной портативной пишущей машинке, на случай, если спасатели придут 23 июля 1923 года, ее записка гласила: «Я благодарю Бога за то, что жива». Чтобы выжить, Ада нужно было научиться тому, чего никогда не делала — охоте и обращению с оружием. Она собрала волю в кулак и развернула активную борьбу за существование. Научилась ставить ловушки на песцов и обходить их ежедневно. Овладела винтовкой, научилась стрелять. Ловила птиц, собирала съедобные коренья и ягоды, когда удавалось их найти. Заготавливала дрова, таскала воду и поддерживала огонь в очаге. Старую одежду она перешивала из шкур, сшила себе теплую парку и меховые сапоги. Из брезента и обломков дерева соорудила лодку для рыбалки и охоты на тюленей у берега. Рядом с лагерем она возвела наблюдательный помост, чтобы видеть медведей издалека. Оружие всегда было наготове. Держатель для ружья над спальным местом позволял схватить его мгновенно, ее осторожность была оправдана. Однажды во время отлива, собирая моллюсков, Ада столкнулась с медведицей и медвежонком. Ей едва удалось добежать до палатки. Тем не менее, она продолжала выходить на промысел, рискуя жизнью, но стараясь избегать прямых столкновений. Единственным утешением в одиночестве стала кошка Виктория, талисман экспедиции, оставшийся с Адой. Кошка помогала ей сохранять рассудок в долгие полярные ночи. 19 августа 1923 года к берегу острова подошел спасательный корабль «Дональдсон», которым командовал капитан Гарольд Нойс. Спасатели ожидали найти несколько выживших мужчин, но увидели лишь Аду, худую и закутанную в теплую куртку, держащую кошку. В первом шалаше лежало тело Найта, во втором — Ада, мирно спавшая рядом с кошкой. За 707 дней на острове, включая около 8 недель в полном одиночестве, она не только не погибла, но и приобрела навыки, позволившие ей выжить в самых жестких условиях. Команда спасения отметила, что Ада так приспособилась к окружению, что выглядела способной прожить там еще год. Вернувшись в цивилизацию, Ада сначала оказалась в центре внимания прессы.
Газеты окрестили ее женщиной Робинзоном Крузо. Ее подвиг, единственная выжившая среди 5 участников, стал символом мужества и стойкости. Однако сама Ада тяготилась вниманием. Прежде всего, она думала о сыне. Денежные средства, полученные за 2 года, не всегда выплаченные в полном объеме, она потратила на лечение Беннета. Забрав сына из приюта, отвезла его в Сиэтл, где ему оказали медицинскую помощь. Дальнейшая жизнь Ады не была легкой. Она снова вышла замуж и родила 2-го сына Билли, но брак оказался неудачным и распался. Из-за материальных трудностей ей пришлось отдать детей в приемную семью на некоторое время, но упорным трудом она вернула их обратно. С годами внимание прессы стихло. Ада сознательно избегала публичности, жила простой жизнью на Аляске, работала пастухом северных оленей, применяя навыки выживания, приобретенные на острове. Ее старший сын Беннет до конца так и не поправился и скончался в 1972 году в возрасте 58 лет. Потеря сына стала тяжелым ударом для Ады. Она прожила еще около 10 лет и умерла 29 мая 1983 года в доме престарелых в Палмере, Аляска, дожив до 85 лет. После ее смерти законодательное собрание Аляски единогласно принято резолюцию, отметив ее героизм как память о женщине, чье мужество и подвиг долго оставались незамеченными. История Ады Блэкджек — рассказ о силе духа, материнской любви и умении простого человека противостоять непокорной природе. На вопрос, считает ли она себя героиней, Ада скромно отвечала, что была просто матерью, которая должна была вернуться к сыну, и ради этого была готова противостоять белым медведям и арктическим морозам.